глубине колумбийских джунглей протекает река, которую местные называют «жидкой радугой». Это Каньо Кристалис, природное чудо, которого больше нет нигде на планете. Ее воды переливаются 5 насыщенными цветами – алым, желтым, зеленым, синим и темно-черным. Источник этой окраски – водное растение под названием Макаринеа клавигера. Оно меняет цвет в зависимости от освещенности, глубины воды и времени года. Феномен происходит лишь несколько недель в году, когда река не слишком полноводна, но и не пересохла. Только в этот короткий период можно наблюдать полную палитру. В другое время река выглядит как обычный водоем. Туристы со всего мира стремятся попасть сюда именно в пик цветения. Но за этой красотой скрывается хрупкость. Деятельность человека, изменение климата, неконтролируемый туризм – все это угрожает экосистеме. Местные гиды следят за соблюдением правил. Нельзя использовать солнцезащитные кремы, нельзя заходить в воду в обуви. Даже легкое вмешательство может навредить балансу. Это не просто красивая река, это живой индикатор состояния природы. И в то же время культурный символ. Колумбийцы гордятся этим чудом. Оно стало частью национальной идентичности. Возможно, именно в этом контрасте между хрупкой природой и внутренней силой и кроется часть той тайны, о которой мы узнаем позже. Санта-Крус-дель-Ислоте. Остров, который ломает все представления о пространстве и жизни. Его площадь всего около 1/10 квадратной мили, но здесь живет почти 200 человек. Это одно из самых плотно заселенных мест в мире, и его масштабы поражают. Пройти с одного края в другой можно меньше, чем за 5 минут. На острове нет полиции, нет больницы, нет даже кладбища. Все административные вопросы жители решают сами. При необходимости отправляются на соседние острова или на материк. Почти каждый метр здесь застроен. Дом к дому, стена к стене. Улицы, узкие проходы шириной в 2 фута. Остров появился благодаря рыбакам, которые столетия назад начали останавливаться тут на ночлег. Постепенно построили первые хижины. Потом привели семьи. Сегодня тут есть школа, пара магазинов и даже генератор, работающий на дизеле. Воду привозят в канистрах. Местные живут просто, ловят рыбу, отдыхают, устраивают вечерние сборы. Для туристов здесь предусмотрен один гостевой дом. Приехать можно, но ненадолго, не больше 10 дней. Этот остров как модель общества в миниатюре. Минимум места, максимум взаимодействия и удивительное спокойствие. Но почему эти люди не уезжают? Почему не ищут простор? Возможно, ответ не только в доме, а в чувстве принадлежности, которое мы почти утратили. Колумбия входит в топ стран мира по количеству пластических операций. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей, чтобы изменить внешность. Популярны липосакция, увеличение груди, подтяжка лица, коррекция подбородка. Причины просты. Высокое качество медицины, доступные цены и особая культура тела. Но в Колумбии пластика – это больше, чем медицина. Это часть общественного давления. Женщины, особенно в городах, ощущают, что внешность – это нечто вроде визитной карточки. Даже на обычной прогулке или в супермаркете здесь можно увидеть людей в безупречном виде. С детства девочки впитывают идеалы красоты через телевидение, конкурсы, соцсети. Эти образы, стройная фигура, выразительные черты, идеальные формы там становятся эталоном. Крупные города переполнены клиниками, а реклама процедур встречается буквально на каждом углу. Интересно, что отношение к пластике в Колумбии не стигматизировано. Операции открыто обсуждаются в семье, между подругами, на работе. Это часть проекта себя, который считается нормой. Однако за этим фасадом скрываются риски, от осложнений до зависимости от изменений. И все же невозможно понять современную Колумбию, не увидев ее одержимости внешним. В обществе, где красивая оболочка может открыть дверь, эстетика становится валютой. Этот культ тела не поверхностность, а зеркало социальной динамики. И, возможно, подсказка к более глубокой истине о стране. Колумбия сегодня один из самых популярных маршрутов для переезда среди иностранцев, особенно пенсионеров, фрилансеров и удаленных работников. Причина очевидна: жизнь здесь стоит в несколько раз дешевле, чем в США, Канаде или Европе. И это при отличной погоде, вкусной еде, доброжелательных людях и живой культуре. В Медельине, Боготе и других городах аренда квартиры может стоить от $300 до $500 в месяц. Обед $2-3, уборка дома $15 в день. А на $1000 в месяц можно не просто выживать, а жить с комфортом. Эти цифры привлекают тех, кто хочет сбавить темп, сбежать от серости, открыть для себя новый стиль жизни. С каждым годом в Колумбии растет комьюнити экспатов, они создают блоги, проводят экскурсии, открывают кафе. Но жизнь в Колумбии — не только тропические фрукты и вечеринки, языковой барьер, проблемы с визами, местные реалии — все это требует адаптации. Без знания испанского можно чувствовать себя изолированным,
Кроме того, безопасность – важный вопрос. Есть районы, где туристу лучше не появляться. И хотя крупные города стали безопаснее, карманные кражи и мошенничество остаются угрозой. Тем не менее, тысячи людей называют Колумбию новым домом. И все потому, что здесь, среди зелени, ритмов и улыбок, можно снова почувствовать, что ты живешь по-настоящему. Колумбия производит до 80% всех изумрудов в мире. И это не просто камни, а уникальные по цвету и чистоте драгоценности. Самые известные шахты находятся в Баяке и Музо, местах, где изумруды добываются уже сотни лет. Но за блеском зеленых кристаллов стоит история, полная риска, труда и власти. Изумруд в Колумбии не просто украшение, это символ. Он украшал короны императоров, торговался на международных аукционах и становился поводом для конфликтов. В период расцвета незаконной добычи целые районы контролировались мафией, а шахты превращались в зону боевых действий. Сейчас ситуация стабилизировалась. Многие шахты работают легально, с лицензиями и государственным контролем, но все равно здесь царят свои правила. Рабочий день может длиться 10 часов, безопасность минимальна, техника старая, часть изумрудов уходит через официальные каналы, но немало продается нелегально. Камни вывозят по поддельным документам или через посредников. Так они попадают на черный рынок, теряя историю и происхождение. Тем не менее, изумруды остаются гордостью страны. Их цвет темно-зеленый, глубокий, как джунгли, в которых они рождены. Каждый камень, как маленькая капля самой Колумбии. Красивая, жесткая, полная тайн. И, возможно, именно в этих шахтах, где земля рождает богатство и опасность одновременно, скрывается часть ответа на то, как страна научилась балансировать между светом и тенью. Медельин – город, имя которого раньше вызывало страх. В 90-е он считался одним из самых опасных в мире. Центр империи Пабло Эскобара, наркокартелей и уличных войн. Однако сегодня это пример трансформации, о которой говорят даже в ООН. После смерти Эскобара и распада его картеля власти запустили масштабную программу обновления. Вместо зачисток – просвещение, вместо страха – культура. Город построил канатные дороги для бедных районов, открыл библиотеки, культурные центры, вложил миллионы в образование. Коммуна 13, некогда центр насилия, стала культурным хабом. Уличные художники рассказывают историю района на стенах. Танцоры проводят мастер-классы, музыканты играют прямо на ступенях. Туристы приезжают не из любопытства, а из уважения. Медельин – не единственный пример. Богота изменила транспорт, Кали вложился в уличную безопасность. Местные жители поверили, перемены возможны, и стали их частью. Но за фасадом есть и проблемы. Преступность не исчезла, она изменила форму. Проблемы бедности, коррупции, наркоторговли никуда не делись. Просто теперь с ними борются иначе. Через знания и участие общества. Этот путь не быстрый, но результат виден. И он говорит, даже самые темные места могут засиять, если вложить в них свет. И если не забывать, откуда начался путь. В Колумбии музыку не слушают, в ней живут. Здесь даже обычный разговор звучит как импровизация. Ритм сопровождает все. Утро на рынке, вечер в баре, праздник на площади. Это не просто фон, это часть ДНК нации. Каждый регион страны имеет свою музыкальную палитру. В Кали царит сальса. Быстрая, огненная, с мощным телодвижением. На побережье звучит кумбия. Смесь африканских барабанов, флейт коренных народов и испанских мотивов. А в горах поют вальянато. Песни о любви и боли под аккомпанемент аккордеона. Музыка помогает выражать эмоции, особенно там, где слов не хватает. Когда в доме нет еды, играют. Когда на улице шум, поют. Это форма протеста, радости, утешения. Многие артисты родом отсюда – Шакира, Карлос Вивес, Джей Бальвин – вывели колумбийские ритмы на мировую сцену. Музыкальные школы открыты даже в бедных районах. Государство и волонтеры понимают, если ребенок берет в руки барабан, он не возьмет оружие. Фестивали и карнавалы собирают тысячи людей, и каждый из них – часть живого концерта. Даже за границей колумбийцы узнают друг друга по мелодии. Это их язык, их душа, их защита. И, возможно, именно эта способность превращать любое состояние в ритм – причина, почему страна, пережившая столько боли, осталась такой живой. Женщины Колумбии не просто красивые, они культурное явление. Уверенные, стильные, харизматичные. Внешность играет роль, но куда важнее то, как они несут себя. Здесь женщину видно издалека, она ухожена, осанистая, с живым взглядом. Но за этой грацией твердый характер. Колумбийки с детства учатся держать себя. Макияж, укладка, одежда не для праздника, а часть каждодневной рутины. Они придают значение деталям, потому что это способ выразить уважение к себе, к другим, к ситуации. Но, несмотря на внешнюю открытость, они не доверяют первому встречному. Дать номер телефона не значит начать отношения. Это может быть вежливый жест, из которого ничего не вырастет. Знакомство здесь требует такта. Иностранцы нередко ошибаются, считают, что нужно поражать подарками, роскошью, обещаниями. Но в Колумбии важнее другое – пунктуальность, умение слушать, забота. Не пригласить девушку, упустить шанс.
опоздать, потерять интерес. Местные традиции до сих пор сильны. Галантность в почете. Мужчина открывает дверь, платит за ужин, заботится. Женщина ценит это не как слабость, а как проявление уважения. Именно поэтому колумбийки не прощают банальности. Если ты банален, ты не интересен. Если ты внимателен, у тебя есть шанс. В этом не только романтика, но зеркало всей культуры страны. Яркой, требовательной, живой. Колумбия– страна контрастов. В одном квартале роскошные жилые комплексы, частные охраны, бассейны на крышах. В соседнем самодельные дома из металла, отключенный свет и запах уличной еды. Эти два мира могут быть разделены всего одной дорогой. Богатые живут в охраняемых зонах, ездят на машинах с тонировкой, отдыхают в загородных клубах, бедные выживают на небольших заработках, часто работая с утра до ночи без выходных. Но и те, и другие встречаются на рынках, в автобусах, на улицах. По данным национальных служб, около трети населения живет за чертой бедности. Уровень безработицы остается высоким. В сельской местности все еще есть районы без электричества, школ и медицинской помощи. В то же время в крупных городах строятся торговые центры, элитные кварталы, дорогие рестораны. Но колумбийцы умеют радоваться жизни. Даже в самых простых условиях они находят поводы для праздника. Музыка, футбол, семейные вечера, религия – все это придает смысл. Это страна, где люди улыбаются даже когда тяжело. Однако уязвимость остается. Бедность делает людей легкой мишенью для преступности. Мошенничество, уличные кражи, обман – повседневная реальность. Но даже в этом неравенстве страна живет ярко, громко, настойчиво. Этот контраст не просто социальная особенность, это часть идентичности Колумбии. Боль и радость идут здесь рядом. И эта граница самая настоящая, хоть и невидимая. Колумбия– это страна, где даже улицы звучат. В шуме города слышен бит. В движении людей танец, в речи музыка. Здесь все подчинено ритму, разговор, походка, настроение. Даже тишина кажется подготовкой к следующему аккорду. Музыка– это универсальный язык. От больших городов до далеких деревень она объединяет поколения и классы. Маленькие дети учатся играть на барабанах до того, как выучат алфавит. Взрослые не представляют праздника без танца. Старики поют баллады под гитару на скамейках. Колумбия– родина множества жанров. Реггетон, сальса, кумбия, вальената, чампита. Каждый из них – это целая история. В ритмах боль рабства, радость освобождения, грусть потерь и свет надежды. Неудивительно, что именно отсюда вышли мировые звезды, чьи треки звучат на всех континентах. Фестивали проходят круглый год. И это не просто концерты, это утверждение жизни. Это способ сказать «мы есть». Даже в самых тяжелых районах, где нет воды и света, звучит музыка. Это душа страны. И вот вопрос, как народ, переживший столько боли, сохранил такую страсть к звуку? Может быть, именно музыка и спасает. Может, это не украшение, а броня. Ритм не развлечение, а инструмент выживания. Именно поэтому здесь все звучит. Даже тишина с подстрочкой, даже грусть с мелодией, даже борьба с танцем. Колумбия– это не только пейзажи, кофе и музыка, это еще и живая история, которая начинается задолго до прихода испанцев. На ее территории до сих пор живут более сотни коренных народов. Их культуры– это не воспоминания, а настоящая реальность. Многие племена почти не изменили образ жизни за последние несколько столетий. Племя Коги в горах Сьерра-Невада, например, живет в гармонии с природой и отвергает технику. Они верят, что мир держится на балансе, и вмешательство в природу нарушает этот порядок. У них своя философия, своя система воспитания, даже свои представления о времени. В глубинах Амазонии можно встретить племена, где до сих пор говорят на исчезающих языках. Эти народы передают знания устно, от поколения к поколению. Их медицина основана на растениях, а решения принимаются советом старейшин. Археологические находки доказывают, что люди жили здесь более 14 тысяч лет назад. Следы их существования в наскальных рисунках, ритуальных масках, керамике. Многие артефакты до сих пор не расшифрованы. К сожалению, с каждым годом исчезают и народы, и языки. Давление цивилизации, вырубка лесов, добыча ресурсов, туризм. Все это угрожает культуре, но те, кто остаются, хранят тайны. И, возможно, среди этих народов, самых забытых и самых мудрых, скрываются ответы на вопросы, которые современность даже не осмеливается задать. Большинство туристов, приезжая в Колумбию, ограничиваются парой городов, пляжами и экскурсиями. Но настоящая страна лежит за пределами популярных маршрутов. Там, где нет указателей, нет Wi-Fi, нет даже дорог, именно там раскрывается другая Колумбия. В горах живут фермеры, которые варят кофе на дровах и не покидали свой поселок десятилетиями. В джунглях
Рыбацкие деревни, где рыбалка не хобби, а способ выжить. А на северо-востоке пустыня Гуахира, дом племени Ваю. Там дети учатся читать при свете костра, а воду приносят из колодца за милю. Есть места, куда не пускают без разрешения правительства. Например, национальный парк Черебикетти – один из самых труднодоступных. Там скрыты тысячи доисторических рисунков, возраст которых тысячи лет. Их авторы неизвестны. Некоторые сцены до сих пор вызывают вопросы у археологов. А в регионах, где нет туристических отелей, можно встретить невероятное гостеприимство. Люди приглашают в дом, угощают, рассказывают истории. Здесь не увидишь фальши, только реальность, жесткую, простую, честную. Эта Колумбия не глянцевая. Она не для фото, не для Инстаграма. Она для тех, кто ищет правду. И чем глубже ты заходишь в страну, тем ближе понимаешь, все, что мы знали о ней, лишь поверхность. Мы прошли через горы, реки, города, племена и ритмы, увидели нищету и роскошь, красоту и боль, прошлое и будущее. Но все это части одного целого. Так, в чем же главная тайна Колумбии? Тайна не в природе, хотя она здесь поразительна. Не в женщинах, хотя они чаруют. Не в танцах, хотя они зажигают. Настоящая тайна Колумбии в ее умении быть живой, несмотря ни на что. Это страна, которая пережила нарковойну, коррупцию, нищету, которая не раз стояла на грани. И каждый раз находила силы улыбнуться. Люди здесь не живут по учебнику, они живут по наитию. Им не всегда легко, но они не сдаются. Может показаться, что Колумбия — страна крайностей, но на самом деле она страна баланса. Баланса между болью и праздником, между страхом и надеждой. И в этом балансе ее сила. Здесь можно потеряться и найти себя. Можно испытать культурный шок и остаться навсегда. Можно не понять и влюбиться. Именно это делает Колумбию настоящей. Не идеальной, не глянцевой, но живой. А живая страна — это всегда загадка, потому что ее невозможно объяснить. Ее можно только почувствовать.